Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто заглянул на канал Таро Инспирационе случайно. Давайте сделаем с вами Таро-расклад на тему «Что думает о вас партнер сейчас?» или «Вы глазами загаданного человека». Конечно, наш расклад больше на отношения между мужчиной и женщиной. Я еще не знаю, что нам скажут карты. Вначале мы достанем несколько карт из колоды Таро Ленорман, чтобы понять, что между вами сейчас происходит, какие отношения. И вы можете таким образом определиться, насколько вам этот расклад подходит. И дальше мы раскроем на колоде Таро. Итак, приступим. Мы узнаем в этом раскладе, что думает, что чувствует о вас загаданный человек. Что предпринимает или какие действия планирует в ваших отношениях. Может быть, это уже сейчас что-то происходит, какая-то активность. Итак, давайте будем узнавать, что же между вами сейчас, какая обстановка в ваших отношениях сложилась на данный момент, что нам расскажет Ленорман. Вообще-то любовь. Однозначно. Взаимопонимание, сильное притяжение, ласка, много нежных чувств. Тогда, когда люди хотят быть вместе. Однозначно. И искренне причем. Что еще? И, знаете, могу сказать, что либо вы где-то не вместе, или даже если вы вместе, но есть еще то, что не решено. Но на данный момент где-то мужчина, и если меня смотрят мужчины, просто перекладывайте на себя. Вы думаете, как мужчина, вы думаете о женщине. Ее планы для вас важны. И если меня смотрят девочки, это тоже ваши мысли, и где-то партнер поддерживает. И я могу сказать, что в отношении между мужчиной и женщиной именно превалирует на данный момент, мы смотрим именно сейчас, то, что хочет женщина, то, как она видит дальнейшее продолжение. Здесь в паре именно как раз доминирует, по крайней мере, не то, что это как доминанта в отношениях, когда мы на чем-то своем настаиваем. Нет, но когда и вы имеете какие-то планы, или ваша ситуация такова, что мужчина ее разделяет, или желает вам чем-то помочь, или учитывает ваши интересы, состояние, может быть, ваших дел, у кого-то это состояние вашей семьи, кто знает. Тут нам пока не говорят конкретно, давайте достанем еще одну карту, что же между вами сейчас на данный момент. И эта карта говорит, что прежде у вас могли быть недопонимания или какая-то ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она достаточно сложна, и из нее надо выйти. Безусловно, карта говорит о том, что отношения на новый уровень переходят. И правда, у кого-то это могло совпасть, что вы даже расставались. Была ссора или были какие-то много непонятностей, но вы это как-то преодолели, оставив прошлое позади. Что же еще? Не так все просто, но на данный момент именно сердце. И посмотрите, нам выпадает мужчина. Есть то, что мы можем назвать как предыдущие отношения, может быть, с прежним партнером. И ваша теперешняя история, когда у вас от прежнего брака, может быть, остались дети, и вам это надо как-то согласовать. Или какие-то еще в вашей жизни моменты ключевые сейчас происходят, когда много вопросов нужно решить совершенно как-то по-новому. Потому что между вами, была какая-то ситуация, когда черная кошка пробежала. Вроде бы как на данный момент вы это сумели либо договориться, либо оставить это позади, либо принять друг друга, что да, мы разные, но наш союз, он как на небесах благословлен, так вот. Или для кого-то из вас какая-то сложная была еще и продолжается ситуация, возможно, по документам, по каким-то оформлениям. И обстановка вокруг, ее простой не назовешь. Тут есть какой-то момент перехода в ваших отношениях между прошлым и будущим. Есть еще то, что вы
не можете согласовать или пока соединить, потому что вроде как от прошлого уже оттолкнулись. А будущее еще пока, где-то зыбко непонятно. Еще невозможно выстроить какую-то логическую цепочку развития событий или предугадать. Но совершенно точно вы идете в направлении того, чтобы быть вместе. Вы знаете, кто-то, правда, может быть либо на расстоянии, может быть, это расстояние недалекое совершенно, но есть еще те вопросы, которые обязательно нужно либо прояснить, либо как-то, соединить, адаптировать к вашей ситуации. И будет важно, насколько двое сумеют, где-то не заглядывать в прошлое. У каждого тут какое-то свое даже может быть прошлое. И неважно, кто меня смотрит, по-разному. У кого-то это будет обстоятельства, у кого-то это будет прежняя семья, отношения, у кого-то это будет ваши отношения и, может быть, честолюбивые планы. И если вы строите планы на будущее, все равно ваше продолжение ваших действий. Как я дальше буду работать, может быть, да? Или как я буду, если наш союз мы оформим, мы соединим отношения, как дальше будут строиться лично мои дела. Вот такие вопросы, они вас сейчас беспокоят. Но, мои дорогие, посмотрите, даже карты больше не тяну. Тут именно двое хотят быть вместе, именно двое любят друг друга. И, безусловно, собака– это карта дружбы. Это те отношения, относятся одинаково ко всем, что к девочкам, что к мужчинам, когда вы на одной волне с партнером, когда не просто страсть играет, нет, здесь быть друг другу хорошим партнером, поддержкой, когда вы можете строить на последующий период уже такие планы серьезные и готовы где-то взять ответственность за другого человека. Вот то, что я сказала, мужчина готов услышать женщину или принять во внимание ее сложившиеся обстоятельства, так и женщина, все-таки посмотрите, вы вместе, но есть еще то, что из прошлого нужно закрыть. Именно, может быть, что-то и закончилось, или, как я сказала, была ссора, но есть еще те вопросы, которые либо вас ставят в тупик, либо еще пока не решены, но и женщина тоже где-то готова, или девочка, будем говорить так, готова принять во внимание обстоятельства жизни мужчины. Вот такое тут тоже может проиграться. Вдвоем не только сердце, не только любовь, душевность, искренность, но еще и откровенная дружба. Вообще здорово. Вот такие отношения нам показывают. Хорошо. Давайте мы тогда на колоде Таро сразу перейдем к нашим основным вопросам. Что думает о вас загаданный человек, его мысли о вас. Но вот переворачивается колесо фортуны, и я ее, конечно, оставлю, потому что вы сами, наверное, ждете перемен. Где-то ждет и мужчина. Вы тут зеркалите друг друга, потому что вы чувствуете друг друга, даже если вы на расстоянии. Даже если есть еще ряд вопросов, которые ставят под сомнение, когда мы, допустим, съедемся, сойдемся или окончательно завершим какие-то дела. Но вы оба настроены на перемены. И колесо фортуны– это старший аркан, который нам как раз и говорит о том, что сама жизнь, судьба, ангелы способствуют тому, чтобы ваша жизнь, именно жизнь вашей пары, она изменилась в сторону лучшего. Придется где-то балансировать. Придется и себя, может быть, в некоторых моментах жизненных перестроить, адаптировать вот как раз к какой-то ситуации, взаимоотношениям. Но вы оба к этому готовы. Итак, что думает о вас загаданный человек, его мысли о вас сегодня? Тут много мыслей. 7 чаш. Где-то это романтика, это желание быть вместе, безусловно. Есть иллюзорность в этой карте, но есть еще и выбор. Значит, какие-то вопросы должны быть
не просто согласованы, а проговорены, может быть, между вами двумя. Его мысли о том, чтобы обустроить, возможно, ваш совместный союз или ваше совместное будущее, но и выбор-то тоже присутствует. Может быть, это лично его какие-то вопросы. Давайте, все-таки впереди у нас колесо фортуны, и поэтому человек может чувствовать, да, сейчас как лед тронулся. Сейчас у меня как раз получается что-то осуществить. У нас двоих, может быть, получается. Но вот эта самая карта по 8-му аркану в колоде Ленорман и говорит, еще есть те вопросы, которые, ну, до конца еще не прояснены. И есть выбор. Что же думает о вас человек? Семерка мечей. Не могу сказать, что эта карта говорит о том, что нет у мужчины, будем говорить, мужчина, если меня смотрит, перекладывайте на себя, что нет у мужчины, у человека тех мыслей, когда он сомневается. Нет, сомнения все-таки по семерке мечей есть. Может быть, это прежняя какая-то история, которая вселила в него эти самые сомнения. Когда ваши отношения развивались, потом, после какого-то момента, либо ваша связь прерывалась, и человек мог думать, а почему это произошло. И вот сказать, что тот пункт ваших отношений, когда была либо ссора, либо вы не смогли договориться, или когда вы не хотели договариваться, каждый хотел настоять на своем. И у человека он запомнил этот пункт, мои дорогие, как ни странно. И он невольно возвращается к мыслям, а насколько искренен наш союз. То есть, может быть, вот по семерке час, все-таки две семерки, это часто какая-то остановка. Может быть, это остановка еще из-за того, что ряд вопросов не решены. Или могу ли я доверять, что какая-то грустная история не повторится в моей жизни еще раз? Мысли такие есть. Сомнения, по сути дела. Потому что человек где-то ждет подвоха, туз жезлов, но в то же время он абсолютно уверен в том, чего же он хочет добиться. Он уверен в себе. Он точно знает, чего он хочет в ваших отношениях. По тузу жезлов это уже решение принято, но, видимо, как возврат мысленный в прошлое, сравнение с какой-то прежней ситуацией своей, может быть, прежней личной историей, все же он присутствует. Какие же мысли о вас еще? Паж жезлов. Человек готов идти вперед, оставив прошлое позади. Какие мысли о вас на данный момент, сейчас? Что он о вас думает? Знаете, есть какие-то страхи, сомнения по поводу того, что что-то может не состояться. Разные мысли, но если мы смотрим все же такие откровенные мысли, человек может сомневаться в том, что получится осуществить какой-то вопрос или оформить документы, или быть ближе друг к другу, быть вместе, если вы сейчас по какой-то причине на расстоянии, или отношения, когда вы встречаетесь еще пока, а потом на какое-то время расходитесь, вы еще не проживаете вместе. И есть сомнения, именно как страхи, что что-то вдруг может пойти не так. Или то, что обстоятельства, у нас уже впереди колесо фортуны, может человек думать, что а вдруг что-то произойдет. И из разряда событий непреодолимой силы. Он очень переживает, что из-за внешних обстоятельств ваш союз не может быть быстро продолжен или соединен. И правда, у кого-то, если была прежняя личная история, была семья, у кого-то будет это означать, что нужно дождаться, пока ну, человек, или, может быть, это вы, мои дорогие, закончит оформление де юре каких-то документов, расставит все по местам. Партнер нам показали, может сомневаться. Он может сомневаться где-то и в вас, что вы не дадите задний ход в вашей личной истории. То есть он боится вас потерять. Это есть. Но и боится, что
как мы сказали, обстоятельства непреодолимой силы могут тоже где-то помешать. Вот мысли самые разные. Его мысли о вас сейчас. Но аркан влюбленные. Конечно, присутствует выбор. Человек может думать, что, к примеру, если вы не завершили прежнюю семейную историю, которая уже подошла к концу и, возможно, давно, но де юре не оформлена, и человек может думать, а не решите ли вы вернуться в прежнюю семью, возобновить какие-то отношения, к примеру, если у вас есть дети. Но вас подтверждает аркан, что вас человек любит, его мысли. Также человек понимает, что ту ответственность, которую он готов принять, она потребует от него более решительных действий. Давайте мы посмотрим на аркан влюбленный, нам больше о любви, о желании быть вместе. Но есть еще, видимо, то в ваших отношениях или какой-то пункт, который вы не проговорили, или обстоятельства пока сейчас не способствуют тому, чтобы что-то прояснилось. Есть все же тот самый либо выбор, либо какая-то двойственность ситуации, мои дорогие. Его мысли о вас сейчас. Желание, чтобы все было по закону, у человека есть определенно. Желание, чтобы вы оформили ваши отношения так, как это согласуется с законами, согласуется с вашим, может быть, вот где вы проживаете, с порядком, регламентом, менталитетом. Как-то вот сделать это все или обустроить ваши отношения максимально конкретно и максимально продуктивно. И повторюсь, чтобы это согласовывалось де юре. И вот этот самый выбор, его мысли, если мы говорим, здесь может быть какая-то ситуация, связанная с судами, или когда вам придется пройти еще ряд каких-то сложностей, прежде чем вы либо завершите прежнюю историю, либо вы сумеете быть вместе, либо вы оформите отношения. Вот посмотрите, все карты, может быть, поэтому колесо фортуны выпадает, и нам сразу же карты хотят подсказать, что вы действительно, ваша пара, вы не просто вот мы решили и мы это сделали, а нет, есть еще каких-то тысячи условностей, которые вам нужно адаптировать к вашей паре, согласовать, оформить, решить. И может быть это еще решение других людей. У каждого здесь своя история, но абсолютно точно человек хочет, он как и готов взять ответственность за ваши отношения, но и боится вас потерять. Он готов вообще идти уже совершенно в новое. Он где-то перестроил сам себя, свои мысли больше на то, когда мы вместе, но тянут еще назад какие-то неоформленные либо бумаги, либо вопросы, которые нужно завершить. Неожиданно совершенно. Пятерка чаш. Хочется вот то разочарование, которое было прежде, или те препоны, которые присутствуют сейчас, вот как по этой карте, выплеснуть или оставить позади весь тот какой-то негатив. Или мы говорили, черная кошка пробежала. Хочется все это забыть или уйти от какой-то апатии. У кого-то может проиграться, мы долго ждем каких-то согласований. И вот эта пауза, она затянулась, и когда мы не вместе, мы чувствуем себя, как будто нас разорвали. Вот здесь вот есть такое, как единое целое. Все же в колоде Ленорман у нас все карты начались с сердца значения и заканчиваются картой собаки. Это дружба, искренняя дружба. Но что-то еще пока не стыкуется. И, может быть, это означает то, что этот период нестыковки, да, насколько это слово можно применить. Но правда, здесь у каждого своя адаптация. Он затянулся слишком долго. У кого-то это могло быть в течение ряда лет, когда люди никак не могут дождаться, ну надо же, снова выпадает карта апатии, когда люди долгое время никак не могут либо сойтись, либо съехаться. Давайте мы спросим его чувства к вам. Достаточно откровенно нам показали карты по мыслям. Ворох мыслей.
Что он чувствует к вам сегодня? Для кого-то ситуация, когда человек, верховная жрица, понимает, что да, еще тысячи неопределенностей. Где-то он может, с учетом тех карт, которые нам показали, неопределенность саму по себе в какой-то ситуации, действительно может сомневаться, а не решите ли вы потом завершить вдруг эти отношения внезапно, потому что какая-то либо прежняя история себе напомнит, либо обстоятельства, мои дорогие, непреодолимой силы. Есть то, что, может быть, человек как бережет ваши отношения и никому о вас не рассказывает. Тут по-разному. Тут человек может и где-то о вас думать, что, ну, вы не раскрываете свои карты. Но и есть вот разный тип людей. Одни более открыто рассказывают о себе или о своей даже приватной истории. Тут человек, скорее всего, словно боится спугнуть счастье. Он молчит. Есть и такой момент. Его чувства о вас сегодня. Он, кстати, может по этой карте понимать. Вот меня смотрят сейчас, предположим, девочки мои дорогие, ведь прообраз этой карты это была когда-то Ля Папесса. И было такое время недолгое, когда в лоне католической церкви стоял не папа, а была папесса. Это скрывалось. Она сама скрывала о себе, о том, что женское обличие, выдавая под мужским костюмом себя за мужчину. И вот где-то подобное может думать о вас мужчина, думать, что вы, с одной стороны, очень прозорливая женщина, очень интуитивный человек. Может быть, вы, то, что вы сказали когда-то, сейчас исполняется. Вы как, ну, ясновидящий момент такой присутствует, или у вас очень хорошо работает интуиция, и тогда эта карта будет говорить, если мы про чувства, что вы как будто можете предвидеть будущее. То есть человек вам может прислушиваться. И, может быть, у вас состоялись те разговоры, у нас как раз вверху все же легли и карты, которые говорят о сомнении, о каких-то еще тысяче неопределенностей, согласованностей, когда, может быть, придется хитрить. Я не имею в виду именно ваши отношения, а внешние какие-то обстоятельства, когда нужно обойти острые углы. И тогда человек будет думать, если вы в вашем разговоре, допустим, озвучили какую-то ситуацию внешнюю, что я вижу, что быстро не решится какой-то вопрос. Или будут еще события развиваться каким-то определенным образом. Вы могли поставить человека этим в тупик, и тогда он думает, как же выйти где-то наперед, он продумывает свои действия, как же мне вот эти коллизии жизненной, ну, как-то либо согласовать, или решить окончательно какой-то вопрос. Потому что многое из сказанного вами исполняется, и поэтому мужчина прислушивается к вашим словам, его чувства. Тройка мечей. Правда, была какая-то между вами либо ссора, либо то, когда он не может это забыть. Это факт. Может быть, он вам этого не демонстрирует, но период, когда вы не смогли понять друг друга. Какой-то шрам на сердце у него остался. И это добавляет ему сомнений. Может быть, и прежняя какая-то его история тоже со знаком минус заставляет его сомневаться, что вы в последний момент не как будто его не предадите, буквально, у кого-то так. Не повторится ли у меня моя прежняя какая-то разочаровывающая ситуация, потому что я доверился, и я готов развивать, допустим, отношения. А в последний момент мне человек может сказать отказ какой-то дать и выразить это в той форме, что я ничего не могу поделать, обстоятельства жизни таковы. Его чувства к вам самые разные чувства. А чувства-то такие, что построить вместе семью, праздник после победы. Я называю эту карту, она во всех колодах очень положительная. Это когда у нас решаются действительно как победа. Так вот, решение всех вопросов, и наступает праздник. Когда мы вместе, тут буквально семья вместе, пара вместе, когда мы можем уже радоваться,
когда, может быть, оформляем отношения, собираем гостей, да, и у кого-то это планируемый брак и официальное оформление ваших отношений. И человек этого ждет. Да, сомнения есть. Есть сомнения по части, как и, может быть, вас лично, так и по части обстоятельств. Его чувства к вам. Королева Пентаклей нам выпадает. Это очень притягательная женщина, у которой все в порядке. Она буквально из хаоса порядок может создать. Она может создать уют, комфорт. Она умеет заработать деньги. Она умеет воспитывать детей. Она умеет любить. Она ласковая, она нежная, она очень притягательная. Она умеет создать благополучие буквально на пустом месте. Удивительная способность королевы Пентаклей из ментальности, из ее планов, из того, что мы называем мечтой, а она умеет это воплотить в жизнь. Очень притягательная женщина и надежный партнер для брака, прямо так скажем. Поэтому вот мысли, чувства уже у нас идет. Чувства, да, чувства есть, но есть еще, знаете, как уверенность в том, что мне этот человек по судьбе. Его чувства о вас сегодня, сейчас. Рыцарь жезлов. По рыцарю жезлов нас завораживает игра жизни. И, скорее всего, чувства таковы, что не просто ваши отношения похожи на, ну, как любовь, может быть, или только больше эмоциональный фон. Нет, нам скорее будут говорить о том, что вы человек, который легок на подъем. Вы тот человек, которого неожиданности не ставят на колени. И если даже это происходит, как какая-то патовая ситуация, вы не опускаете руки. Вот, наверное, как Александр Македонский выбирал воинов. Как он их выбирал? Он их пугал. И те, кто бледнеют, это выработка норадреналина. Ну, я не знаю, насколько далеко были его мысли. Он в свое войско не брал. И те, которые наоборот, как мы говорим, гиперемия лица или краснеют от злости, вот именно злость, когда появляется, это готовность преодолевать любые сложности, неожиданности, любые препятствия на пути. Вот по рыцарю жезлов нам как раз транслируют такого человека, который даже сталкивается с какой-то очень сложной ситуацией, но его она не вгоняет в стопор. Он не цепенеет от страха и от ужаса, а он готов преодолевать. Вот так вас сильным человеком видит мужчина. Таковы чувства, уважение. Может быть, буквально с учетом верховной жрицы. Мои девочки, вы загадка для мужчины. Он впервые столкнулся с такой женщиной, как вы. Или, если меня смотрят мужчины, тоже перекладывайте на себя его чувство к вам. Здесь не просто чувство, здесь восхищение, мои дорогие. Ну и король жезлов, вы вместе где-то в одной энергетике, вы правда подстать друг другу. И он чувствует, безусловно, то, что вы можете не просто и сейчас, как бы нам сказали про дружбу, но вас связывает взаимоподдержка, взаимопомощь, когда вы вместе можете осуществить многие планы. Или смотрите в одном направлении, может быть, вы уже что-то себе распланировали, но есть еще пока препятствия вашему союзу. Давайте мы спросим его действия, на что же он готов. Хотя нам сказали, много карт перевернулось, но мы все-таки посмотрим. Карта звезда. Вы знаете, нет ничего невозможного. И правда у кого-то отношения на расстоянии. Туз чаш, наполненность от ваших отношений, любовь. Ну вот ваши действия, его, точнее, действия загаданного человека. Посмотрите, любовь, когда вы... Ну и, знаете, высокая фраза, как если мы скажем, вы для человека все, как смысл жизни, как интерес, как его наполненность, как его вдохновение. Может быть, и пафосно звучит, но по этим картам именно так. И карта звезда, как я сказала, это расстояние, может быть, это какая-то вот эта ниточка, которая вас связывает. И это то, что, знаете, соединено на небесах. Ваши отношения. И правда тут что-то по судьбе, как та встреча, вы могли познакомиться при каких-то случайных обстоятельствах, или ваше знакомство состоялось в каких-то, может быть, сложной обстановке, и вы абсолютно друг в друге
не сомневайтесь в том плане, что да, наш союз должен состояться. Но есть еще и то, что пока не решено. Вот это да. Но тут двое любят друг друга. Его действия. Быстрее преодолеть вот это расстояние, либо препятствие, либо то, что пока мешает вам. Давайте его действия по отношению к вам. На что он готов? К чему? Как далеко, может быть, готов зайти или что-то согласовать, или каким-то образом проучаствовать в вашей жизни, его действия. Девятка жезлов. Но, вы знаете, есть все равно та обстановка, которая не дает ему пока действовать возможности. Девятка жезлов – это всегда больше карта обороны, когда больше откликается человек на те дела, которые он должен предпринять в случае опасности или для того, чтобы не упустить какую-то хорошую возможность. И меня смотрят из разных стран, поэтому буквально у кого-то это будут те отношения, когда вы сейчас находитесь в какой-то сложной, объективно сложной ситуации, и она может в любой момент измениться. И тогда его действия, он готов как-то, но пока, скорее всего, не знает, каким образом действовать, если обстановка вокруг вас осложняется. С другой стороны, готов использовать подходящий момент для того, чтобы что-то и решить тоже. Его действия. Я не могу сказать, что это активности. Нет. Все-таки человек где-то надеется, колесо фортуны, на высшие силы. И вот этот баланс, который нам показан в этой карте, девушка балансирует на как раз колесе фортуны. Вот какой-то волшебный танец на цыпочках, когда нужно, как знаете, по какому-то словно или через какой-то фарватер над пропастью пройти и не ошибиться, и не поторопиться, и куда-то не опоздать. Да, на вас, на ваши отношения влияют обстоятельства, это правда. Его действия. По этой карте тоже где-то апатия, сожаление. Есть какая-то возможность, и человек может думать, что придется пройти еще какой-то период. Недаром вот выпадала карта звезда, когда вы либо не можете быть вместе, либо обстоятельства таковы, что придется подождать. Может быть и так. И тогда, знаете, с учетом четверки чаш, эта карта может говорить о том, что человек не смотрит в другие отношения. Все-таки у нас вот такая сигнификация. Может быть, для кого-то сложно, как вашему партнеру, если мы спросили действия, что-то ускорить. Правда, тут нужно, ну, вынуждена, может быть, даже подождать, пока какие-то вопросы решатся. Может быть, и быть где-то в этой обороне, самообороне, или партнер вынужден решать свои вопросы, и он понимает объективно, что даже если вы сейчас, допустим, вместе, вы встретились, то в последующем какая-то пауза может последовать. Его действия. Я не могу сказать, что он готов вот прямо сейчас с места в карьер бросаться, правда. Его действия. Но и желание все оставить позади. Какие-то препоны, разочарования. Вот посмотрите, когда 3 карты выпали, я уже могу более определенно сказать, потому что десятка мечей, это мы всегда закрываем в прошлое дверь. Человек уже смотрит в будущее, новые горизонты, и поэтому желание, его действия быстрее со всем разобраться. Вот это как и девятка жезлов, вот этот какой-то барьер, или когда вынуждены, ну, учитывать какие-то обстоятельства, так и какая-то пауза. Хочется все это быстрее оставить в прошлом. Его действия вот в данный момент, сейчас, к чему он готов действовать? Королева чаш. Ну, либо по тем причинам, которые выше его возможностей, и он вынужден что-то ожидать. Все-таки это больше нам про ожидание. Да, есть желанная женщина, это есть тот союз, с кем хочется быть. Но есть и ожидания. Отчасти карта нам говорит о семейных даже отношениях. Кто-то, вы можете быть в браке или без 5 минут в браке, но есть еще и какие-то вопросы, когда
чего-то вы не можете либо ускорить, либо окончательно какие-то акценты расставить, и приходится ждать. Или по этой карте нам говорят еще, это, ну, где-то есть момент нерешительности или сомнений, мои дорогие, карта интуиции, его действия. Нет пока активных действий. Но по девятке пентаклей, знаете, вот с учетом теперь уже всех 5 карт, у человека, конкретного мужчины, должны быть решены какие-то финансовые вопросы. И, может быть, или документы. Прекрасная карта девятка пентаклей, когда он, правда, может решать вопросы по отношениям, которые были прежде. И быстрее хочется оставить все позади, но тогда это будет сдерживающий момент, потому что не произойдет быстрее, чем оформится что-то де юре. Или это решение вопросов материального плана, денежного, тоже как-то закрыть вопросы. И у кого-то это будет связано с тем, что прежняя какая-то история тоже должна быть не просто де юре оформлена, а может быть согласована еще, если, допустим, от прежнего брака остались раздел имущества или дети, какие-то вопросы, которые так или иначе сводятся к деньгам, к согласию, должны договориться. Вот все равно присутствует карта денег, конкретно денег, и значит есть в такой или в иной ситуации вопрос денежный, который беспокоит, и он сейчас как раз больше занят тем, что мне нужно обустроить свой быт, или мне нужно, все же это карта самодостаточности, мне нужно согласовать вопросы по работе, чтобы у меня была стабильность финансовая, чтобы у меня была финансовая независимость. И эти вопросы, каковы действия? Мужчина смотрит очень конкретно. Будут деньги, будет стабильность. Если я не решу какие-то вопросы, не закрою что-то по документам, то я буду без конца вот где-то либо в обороне, либо в ожидании. А мне нужно быстрее закрыть что-то, окончательно подвести знаменатель, чтобы не оборачиваться, идти вперед. И поэтому, правда, какое-то ожидание тех моментов, когда мы не можем что-то ускорить, его действия в данный момент. В данный момент, мои дорогие, нет активных действий, но прекрасные карты. По шестерке пентаклей, правда, проходят такие ситуации, которые мы называем помощь свыше или как поддержка высших сил. Но с девяткой пентаклей это карта победы. Все-таки любая 6 это победа. У него это получится осуществить. Он уже практически на пороге. Давайте мы с вами достанем такие карты, спросим, как колода Таро видит. Немножко забежим вперед. Что в ближайшее время произойдет в вашей паре? Как разовьются события? К чему быть готовым, может быть, и так. Всегда интересно. Мы смотрим, наш вопрос, правда, касался именно мысли, чувства, действия загаданного человека. Что он думает, что он готов предпринимать. Но нам по нескольким уже позициям показали, что существуют обстоятельства, которые быстро не преодолеешь. Поэтому как вот это ожидание, хотя нам сказали уже, это завершается, решение каких-то вопросов тоже, это все состоится. Тут, правда, тот союз, который соединен на небесах, и даже если тысяча сейчас неопределенностей, или какие-то еще, мои дорогие, кто меня сейчас смотрит, для вас придется пройти сложности, или подождать, или согласовать, или подписать, или как-то выйти из каких-то обстоятельств. У каждого по-своему, у кого-то очень сложная ситуация может быть, но вы все равно будете вместе. Так вот, как разовьются события? Мне очень интересно знать, думаю, вам тоже. Как видят карты ваш союз продолжение? Тройка чаш. Праздник. И вместо какого-то ожидания буквально праздник. Как видят дальнейшее развитие отношений. Двойка пентаклей. Это, по сути дела, взаимодействие, легкость на подъем. Когда придется где-то договариваться. По этой карте новые совершенно горизонты. По этой карте, вы знаете, будете вы адаптироваться еще раз, как будто либо к новой обстановке, либо после того, как вы станете уже, ну, как вместе, уже состоится ваш союз, еще должен пройти какой-то период адаптации.
Не будет все легко и просто, мои дорогие, правда? Но уже праздник нам обещают. Может быть, отчасти все же тут пентаклей, и человек очень здраво видит, где-то хладнокровно, что если я не решу какие-то финансовые вопросы, последующий наш союз столкнется с какими-то проблемами. И он как раз и хочет, желает, чтобы ваши планы, то, что вы намечтали, может быть, вместе, здесь определенно двое думают в одном направлении. Нам об этом все карты. Нам говорят о тех отношениях, которые очень сложно соединяются из-за людей, из-за обстоятельств, из-за каких-то особенностей внешней обстановки. Но двое идут к тому, чтобы быть вместе. Не скажешь, что просто. И поэтому даже потом, когда вы будете вместе или когда уже состоится ваш союз, здесь тоже придется как будто адаптировать что-то, согласовывать, взаимодействовать, как разовьются ваши дальше отношения, что будет дальше. Здесь готов человек взять ответственность на себя от начала до конца. Скорее всего, человек тот, которого вы загадали, он достаточно, ну, может быть таким жестким, непримиримым. Все-таки император нам выпадает, мои дорогие девочки. Это тот человек, который за свои слова, за свои поступки несет ответственность. И он готов к этой ответственности. И поэтому он и смотрит на ваши отношения таким образом, что я должен не просто знаменатель подвести, а я должен еще создать базу нашим отношениям, нашему благополучию, чтобы никаких вопросов из прежней, может быть, истории личной не напоминала, чтобы освободиться от груза прошлого и решить еще те вопросы, что составляют наше благополучие. Все же пентакли выпадают. Человек умеет распоряжаться деньгами, умеет строить планы и умеет их реализовывать. Это тот, который, если мы говорим, как разовьются дальше, это тот человек, который, правда, я могу сказать, вам по судьбе. Особенно если меня смотрят девочки, как разовьются отношения дальше. Ну вот вам тут туз чаш выпадает, когда наполненность отношениями, любовь, когда осуществление ваших планов, когда вы вместе. И я могу сказать, человек хочет, чтобы вы были счастливы рядом с ним. Что будет дальше? Королева жезлов. Вы действительно подстать друг другу, нам уже об этом сказали. И у вас, мои дорогие девочки, кто смотрит сейчас мой прогноз, или пусть меня даже смотрят мужчины, энергетика королевы жезлов, карты этой такова, что у нее в жизни было очень много сложностей. Но она никогда не пасует. Она всегда идет вперед, потому что она умеет правильно оценить обстановку. Это смелости карта, карта мужества того человека, который уже прошел через очень сложные жизненные обстоятельства. Его они закалили. Его сложно испугать, поставить на колени. Но даже если это происходит по королеве жезлов, она всегда поднимается. И вы знаете, согласованность ваших планов, что будет дальше, тут правда соединяет вас любовь. Двое сильных людей будут вместе, и в конечном итоге это радость взаимодействия, это радость от нашего союза и новые планы на будущее. Вообще замечательно. Что будет дальше? Давайте последнюю карту в вашем союзе я достану. Уход буквально от какой-то сложной ситуации, от каких-то обстоятельств, от груза прошлого буквально нам показывают девушку, которая собрала все свои вещи и идет в будущее. Будущее, когда мы оставляем позади вот тот, даже как у нас показано на карте, гора, да, гора всегда как символ препятствий. Вот какие-то препятствия преодолены, какие-то тернии тут тоже нам указаны. И маленькая узенькая тропинка, это может где-то олицетворять, что вам, вот как я сказала, есть фарватер, а вам по этому фарватеру, словно по канату нужно над какой-то пропастью пройти, что-то сбалансировать, решить, принять вовремя правильные действия, как-то поступить для того, чтобы суметь выйти из обстоятельств, из обстановки, решить ряд вопросов, уйти от прошлого и
состоялся вот этот замечательный союз. Да, мои дорогие, не могу сказать, что наш расклад говорит о том, что прямо буквально завтра вы будете вместе. Но вы друг друга чувствуете. Вы вместе на одной волне от начала, посмотрите, и до конца. Двое сильных людей, которые сумеют преодолеть все обстоятельства, все задержки, какие-то препоны юридические. И вот этот туз чаш, любовь, радость, счастье, праздник, мои дорогие. И праздник где-то после победы, он тоже у вас состоится. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.